Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Есть что-то особенное в мягком ароматном дрожжевом тесте. Когда ты замешиваешь его руками, оно будто оживает. Нежное, податливое, теплое. С ним легко и приятно работать. Оно послушно раскатывается, не липнет и буквально дышит в руках. Во время расстойки оно медленно поднимается, наполняя кухню нежным ароматом молока, ванили и цитрусовой цедры. Это то самое тесто, которое не требует лишних усилий, а в ответ дарит воздушную структуру и нежную текстуру готовой выпечки. Для приготовления теста я взяла полкилограмма муки, 2 яйца, 50 грамм сахара, цедра одного апельсина, щепотка соли, 10 грамм свежих дрожжей или 3 грамма сухих, 240 мл молока и 60 грамм сливочного масла. Для обмакивания 70 грамм варенья. Я готовила апельсиновое. Рецепт обязательно покажу в конце видео. 70 грамм сливочного масла. Для обсыпки 150 грамм измельченных орехов, у меня грецкие, 150 грамм сахара и 1 столовая ложка корицы. Первым делом приготовим тесто. В миску просеиваем полкилограмма муки. Добавляю сахар, соль, цедру одного апельсина. Хорошенько перемешиваем. Теперь я добавляю сухие дрожжи. Снова все перемешиваем и добавляем теплое молоко. Два яйца. Перемешиваем. И теперь постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Сначала замешиваем лопаткой, а затем руками. Тесто очень мягкое и липкое. Теперь берем мягкое сливочное масло, добавляем по кусочку и хорошенько вымешиваем. Если у вас есть комбайн, замешивать с его помощью будет намного легче. У меня нету, поэтому я все делаю руками. Добавляем и перемешиваем. Если тесто очень липкое, добавьте немного муки или смажьте руки растительным маслом и продолжайте вымешивать. Затем миску смазываем растительным маслом, отправляем туда тесто, вот такое вот оно у нас получилось, и накрываем полотенцем, либо пищевой пленкой. Оставляем в теплом месте, пока тесто увеличится в 2 раза. Это займет примерно час-полтора. Пока тесто подходит, подготовим ореховую смесь. Орехи обязательно просушиваем. Их не нужно подрумянивать, просто просушиваем 2-3 минуты, периодически помешивая. Для этого рецепта я приготовила апельсиновое варенье. Рецепт обязательно покажу в конце. Если хотите, можете добавить любое другое варенье. К варенью я его процедила, добавляю 70 грамм растопленного сливочного масла и хорошенько перемешиваю. В миске смешиваем сахар, измельченные орехи и столовую ложку корицы. Тщательно вымешиваем. Теперь возвращаемся к тесту. Хорошенько снова его разминаем и делим на 2 части. Одну часть пока убираем снова в мисочку, а другую часть подкатываем в шар. Рабочую поверхность можно присыпать мукой. Хотя тесто не липнет ни к рукам, ни к рабочей поверхности, я решила просто перестраховаться. И раскатываем в прямоугольник. Теперь нарезаем на полосы. Форму застилаем пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 26 сантиметров. Теперь полосы смазываем смесью масла и варенья. Масло почему-то у меня быстро застывало именно на тесте, поэтому я смазываю только часть, затем беру полоски и окунаю в орехово-сахарную смесь. по несколько кусочков. Вот такие вот они у нас получаются. Каждый кусочек абсолютно окутан ароматными специями.
Теперь выкладываем подготовленные полосочки хаотично на дно формы. И так пока закончатся абсолютно все полосочки. Со второй половинкой теста поступаем точно так же и продолжаем формировать пирог. Вот такой необычный у нас калач получился. Он очень ароматный. Я накрываю его снова пищевой пленкой и даю постоять 20 минут. По истечении времени убираем пищевую пленку. Калач чуть-чуть увеличился в размере и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 170 градусов, примерно на 50 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. У калача должна быть румяная золотистая корочка и потрясающий запах, который наполнит весь дом. Горячий калач сразу смазываем сверху вареньем до блеска и еще более насыщенного аромата. Если вы любите сладкую выпечку, то этот калач вам точно понравится. Я даю полностью остыть и затем только нарезаю на порционные кусочки. Мягкий воздушный мякиш с легкой цитрусовой ноткой, сладкий ореховый хруст снаружи и тающий вкус внутри. Подаем калач с чаем либо молоком. Когда калач выходит из духовки, это настоящий праздник ароматов. Сладкая ваниль, теплая корица, легкая цитрусовая свежесть и нежный ореховый шлейф. Горячая корочка блестит от варенья. Мягкий мякиш легко рвется руками, пружинит и тает во рту. А внутри вкус детства, тепла и домашнего уюта. Вот такой в разрезе он получился. А подавать его теплым либо холодным, с чашкой ароматного чая или стаканом холодного молока, наслаждаясь каждым кусочком. Он настолько вкусный и нежный, что остановиться невозможно. Это выпечка, которую хочется повторять снова и снова. Попробуйте, и в вашем доме обязательно станет чуточку теплее и слаще. Друзья, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой. Сейчас многие хозяйки часто используют цедру апельсина для выпечки и десертов. А вот сами фрукты порой остаются без внимания. Сегодня я хочу показать вам простой и очень вкусный рецепт апельсинового варенья, которое точно покорит ваше сердце. Для его приготовления нам понадобится всего 4 апельсина, немного сахара и вода. Это варенье я часто использую на своей кухне. Оно прекрасно подходит к выпечке, блинам и просто к чаю. Например, совсем недавно я готовила ароматный дрожжевой калач с этим вареньем. Ссылку на рецепт оставлю в описании под видео. Для приготовления взяла 4 апельсина, 400 грамм сахара, можно меньше, и 80 мл воды. Если апельсины слишком сладкие, добавьте немного лимонного сока. Из одного апельсина аккуратно снимаем цедру. Два апельсина очищаем от шкурки и вырезаем мякоть, так как показано на видео. Из оставшихся 2 апельсин выжимаем сок. В сотейнике соединяем сахар, воду и цедру. Ставим на огонь и даем немного прокипеть. Затем вливаем апельсиновый сок и варим до нужной густоты. Мне нужно жидкое варенье, так как я готовлю калач, в рецепт которого оно входит. Когда варенье чуть загустеет до желаемой консистенции, добавляем мякоть апельсинов. По желанию можно добавить специи, корицу, гвоздику или ваниль. Варим еще 10 минут. Выливаем готовое варенье в стерилизованную банку. Это варенье отлично подойдет для любой выпечки, десертов или просто теплого утра с ароматным тостом. Пробуйте, готовьте с удовольствием и радуйте близких.